Ну что, мы в Чифлике. Это термальный курорт с термальными источниками. У нас мини-отель. Сейчас мы находимся высоко в горах, и рядом здесь есть такие поселки, как Трояна и Шибково, и в них тоже есть радоновые источники. Там дальше под горой есть отель «Балкан». Он очень красивый, с шикарными бассейнами. Вот это детская площадка. Уснешь? А что ты ешь? И здесь у нас выход на балкон. А балкон у нас на лес выходит. Я не люблю термальные источники, так как мне в них становится плохо, и мне просто не нравится плавать в горячей воде, тем более летом, когда тут плюс 30 градусов. Мы сейчас завтракаем и едем дальше. 1000 километров нам осталось, и мы будем в Афинах. Мы с Алисой напоследок, на прощание, решили сделать еще один заплыв. Наша дорога продолжается, и завтра утром мы будем уже под Афинами. Ну что, наш маленький греческий традиционный домик в Лаврионе. Домик маленький, уютный. 2 комнаты, кухня, дворик зеленый-зеленый. Море в 2 минутах ходьбы, и повсюду растут красивейшие итальянские сосны. А здесь у нас вот такой гамачок есть, только не свались, хорошо? Идем. Покажу наш домик. Здесь Алиса. Здесь, наверное, буду я спать. Может быть, без тебя, да? Вот такой вот диванчик есть. Шкаф, зеркало большое. Я такая уставшая с дороги. Измученная. Себя близко снимать не буду. Уже потом переоденусь, в душ схожу. Так, здесь у нас 2-я комната. Телевизор, зона отдыха и еще 1 диванчик. Вот такой небольшой. Да, Алиса? Да, он пойдет. Здесь у нас проход в кухню. Сейчас покажу кухню. И дальше там еще выход на улицу. Здесь, короче, мойка, холодильник, Маленькая плита. Да, кухня небольшая, но нам больше не надо, правильно? Выходи на улицу, Алис. Что там на улице? еще лесенка. Да, здесь спуск во двор, выход. Здесь мангал и стирка стоит. И Тая убежала, не хочет она с нами ничего показывать. Здесь маленькая душевая такая, я вот так издалека покажу. Санузел, и там за дверью душ. И получается, из этой комнаты выходишь сюда и попадаешь в эту светленькую такую гостиную. Здесь кто-то из детей будет спать. И возвращаемся сюда, в нашу комнату. Здесь на кухне вот такой шкафчик. Много-много всего нам хозяин оставил. Здесь посуда, разные специи, тарелки, вилки, ложки. Очень приятный хозяин, его зовут Димитрос. И если кому-то интересен отдых в таком месте, могу оставить его контакты. Напишите в комментариях. Для меня ассоциация с Грецией — это всегда цикады, их пение. Я уже к ним настолько привыкла, что их даже не замечаю. Вот здесь такой дворик, и на улице я машину оставила за воротами. Цикады. Тут такая веранда, тут можно пообедать и греться с игрушками. Да, здесь столик у нас на улице. Кто это? Ослик красный? Да. Я его Нукитусос называю. Ты уже, по-моему, большая для него, да? Опа, осторожно. Это для малышей. Ну что, я сходила в душ, немножко отошла от этой адской дороги, отдохнула, полежала, мы пообедали. И сейчас где-то после 5 вечера пойдем на пляж. Спустимся на наш пляж. Сегодня не хочу никуда ехать, потому что устала, задолбалась. Вот. И сегодня ветерок немножко такой, немножко прохладно, ну если это так можно назвать, потому что на солнце 45 градусов в Афинах и под Афинами. А завтра температура будет еще выше, и ветра уже не будет. И
хозяин нашего дома говорит, вы завтра вообще будете целый день лежать дома под кондиционером. Я говорю, нет, мы с утра поедем на море. Он говорит, ну, посмотрим. Ну, мы же поедем. К вечеру температура упала, и сейчас мы собираемся пойти на пляж, немного отдохнуть и поплавать, потому что днем, мне кажется, там находиться было невозможно. Наш маленький поселок называется Тимари, и где-то в 4 километрах отсюда есть большой супермаркет, в котором мы сегодня были. Он не один, да, магазинов много, а пляжик небольшой. Сегодня никуда не поедем, потому что я устала с дороги. Будем здесь у нас. Сейчас кто-то пойдет за валанчиком. Что? Давай, что? Кидай. Мы его на крышу закинули. Ну все, теперь лезьте. Подожди. Он у меня падает. Давай, кидай. Давай я лучше. Игроки, игруны в бадминтон. 6 часов вечера, и мы спускаемся на пляж. Жара хоть немножко спала, и уже не такое солнце палящее. Тая в халате, потому что ей лень нести полотенце. В Греции сейчас проходят трехдневные праздники, и на пляжах людей просто ужасно много. Вот ну, вот, у нас да. есть надежда, что завтра они все повыезжают, да, куда-то за город, на острова, на паромах, и мы будем одни. Как водичка? Классно. Классная вода. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Вода очень классная. Я такие пляжи не люблю, но сегодня пришли на самый ближайший, который возле нашего дома. Мама говорит, что холодная вода ей. Хотя, ну, 23 градуса стабильно. Мама на кухне готовила кушать, вон говорит. Нагрелась, перегрелась. Мне здесь очень нравится. Это не ваши эти термальники. Термальники вчера были как раз классные. Вот видите, у нас в семье все любители разного отдыха. Я терпеть не могу такие пляжи. Это сегодня такое у нас исключение. Тая не любит вчерашние термальники в Болгарии, а я просто обожаю. Я вчера так отдохнула хорошо. Часа 3 в них сидела и на рассвете вышла. Вот. А сегодня... Я вообще очень не люблю термальники, и я, в общем-то, не очень люблю купаться в каких-то реках и озерах. И я чисто вот по морям, ну, не знаю, как это еще назвать, я плаваю только в соленой воде, и термальники я прям терпеть не могу. Ну, мне здесь так, прохладненько, конечно, сегодня. Я поплаваю, но завтра поедем на другой пляж. Крики, вопли, количество машин на парковке огромное. Копаешь? Тимари небольшой поселок неподалеку от Суниона и Лавриона. И в любом случае пляж не такой уж плохой. Где-то ближе к Афинам или в самих Афинах. Намного многолюднее сейчас в разгар сезона. Ух ты, молодец! Колени надо тянуть и носочки, да? Вторая сторона пляжа вот такая каменистая, и здесь такой уединенный пляжик, как бухточка. Видите, лесенка? Но дно такое тяжелое по заходу. Поднимаемся наверх. Это наша улочка, поднимаемся с пляжа, мы. Солнышко садится. Сегодня мы идем уже отдыхать. Поужинаем сейчас. Ужин там бабушка готовит вам. Да, Алис? Да. И пойдем спать и отдыхать. Да. Здесь как наша дача. Такой частный сектор. Мне очень нравится район.
Улицы узкие и везде вот такие зеркала, чтобы водителям было видно хорошо. Алис, уходи с дороги. Давай я первая кину, а ты давай. А ты давай лови. Давай. Давай сейчас давай мне. И... Стой, ты стой на месте. Поняла? Вот стой и лови на месте. Хозяин сегодня уезжал и при мне садил вот во дворе у себя на участке вот такие вот штучки. Они маленькие, 10 сантиметров высота буквально. Не знаю, как это называется, но у нас, наверное, в Одессе оно расти не будет. Какой-то этот гамак маленький такой, да? Это не гамак, даже не знаю, как Это называется. как кресло-качалка, но она какая-то детская. Я смотрю, как Алиса, она сама сюда приходит, раскачивается и везде с собой носит вот этого осла. Я еле-еле уговорила этого ребенка на пляж этого осла не брать. Еле смогла. Мама арендовала этот дом ровно на 3 дня, и за эти 3 дня мы попытаемся объехать те места, которые мы не успели объехать в наши прошлые приезды, и вернемся в те места, в которых мы уже были. Солнышко садится, мы сегодня очень сильно устали после трудной дороги, поэтому всем говорю спокойной ночи, мы будем отдыхать и до встречи в следующих выпусках.